И всем привет, с вами Фраг. Хотели, чтобы я вам состряпал крафт с Торерой и 4 арбитрами? Получайте. Очень даже хороший, в принципе, крафт получился. Я на нем единственное откатал, получается, 2 круга. За первый круг отснял 4 карты и за второй 2 недостающие. То есть попотел я на этих крафтах и вообще еще погонял отдельно несколько карт на других картах. В общем, все сейчас увидите, погнали. Итак, видосик в лайв режиме. У меня было 3 крафта. Я покатался на всех 3 крафтах, но самый эффективный показался мне вот этот. Ну, причем намного эффективнее. Здесь кабина Торера. Спереди 2 рамы 8×4 по бокам. Торера утоплена на 2 пина вниз. Дальше у нас гусли установлены. Сзади к Торера крепится 2 рамы облегченные, уже 8×4. Также здесь конструкционки 2 стоят. Модуль нерпа. Конструкционки все, что доступны именно новичкам из Дороги Славы. Ну и, собственно, 4 арбитра здесь установлены. Все эти детали можно раздобыть в Дороге Славы. Полустенка скрывает передние 2 арбитра. Кстати, удивительно, вот если ее повернуть, то арбитры не влазят, а вот так влазят. Непонятно, с чем связано. Задние арбитры скосы широкие закрывают. Под передними рамами спрятана дверь контейнера, чтобы увеличить прочность крафту. Они очень жирные такие, достаточно. Спереди скосы тоже чуть-чуть закрывают. Двигатель исполин закрывает и кабину, и добавляет нам грузоподъемности. И спереди вот такой откос. А сзади узкие крылья спрятаны. Все эти детали, я еще раз говорю, доступны в Дороге Славы. Ну и по бокам 6 малых гуслей. И смотрите, покатал я на 3 крафтах. Еще на 2 крафтах, помимо первого предыдущего, я катал где-то боев по 6. В общем, что сказать, вот такой вот, например, крафт построил. Хотел что-то такое оригинальное, что-то построить, чтобы была нормальная скорость и управляемость, но он совсем не живучий. Пушки отваливаются мгновенно, рамы передние ломаются. Сзади стоит на 3 деталях и на модуле каждый арбитр, но все равно они от самонаводок от тех же лопаются, эти детали, и арбитры, соответственно, отваливаются. В общем, крафт оказался неживучим. И следующий крафт, я поставил орудие сверху, но все эти крафты на 9000 мощи. Это очень много, и вот так ставить орудие точно не стоит, потому что попадаемся к легендаркам, даже к реликтам. И несколько буквально попаданий теряешь сразу по 2, по 3 арбитра. В общем, это тоже не вариант. Ставить спереди на раму, как многие делают, я вообще не стал, потому что это самоубийство. Теряешь раму, колеса и оружку, потому что видят оружие спереди, стреляют туда. Это тоже бессмысленно. Ну и по итогу, самый лучший это вот такой вот крафт на гуслях. Можно сюда укрепленные гусли поставить с одной стороны, но скорость чуть-чуть медленнее будет. А так, смотрите, он очень бодрый, очень маневренный. В принципе, такой крафт я советую, его можно брать даже на КВ. Ну и погнали к боям. Поехали направо, наверное. Сейчас посмотрим, кто поддержит. И вот это вот первый бой. Зашел я сразу вот на этом крафте. В общем, катался до этого крафта на крафте, где посередине колеса. Жуть, вообще не понравилось. Вообще разваливается. Сейчас на этом катну, и потом еще на 3 крафте арбитры сверху. Но я думаю, уже я вам все это покажу в начале видео. Сейчас посмотрим, как этот будет выживать. Ох, нифига. Знаете, вот это ускорение у Цербера, как будто телепортация какая-то. Так мгновенно происходит. Так, надо вот этому орудие сбить. Хотя это и бот, в принципе, но... У него еще спереди комбайн. Сейчас перезарядимся. Ну, неплохо, неплохо, скажу. По крайней мере, бой, конечно, тут с 2 ботами получается. 2 бота за нас, 2 бота за них. Ну, на таких очках... Ох, бот-огнеметчик. На таких очках 9000 тут очень часто боты. Мало пока игроков докачалось, и мало кто здесь играет.
Скоро, надеюсь, докачаются многие игроки. И будем кататься уже на таких омах частенько на стримах. Сейчас игрокам просто неинтересно. Ну и мне неинтересно в конце концов вот смотреть на этих ботов. Так, ну неплохой бой получился. 2200 очков, нормально. Ну тут, конечно, на базу. Кто там еще стреляется? Я так думаю, сейчас... Понятно. Я думаю, сейчас опять захватом выиграем. Ну, если что, второй раз сейчас эта карта будет. Переснимем, если что. Вон, видите, как ховеры подскакивают на кочках. Так, допрыгну я? Допрыгну. Так, назад. Сейчас оружку им собьем, чтобы помидоры сильно не забили. Ладно, в кабину. А ты куда поехал? Блин, какой-то пушкарь по мне издалека стреляет. Ну, наверху не варик был оставаться, надо было ехать сюда. Сейчас его попробуем добить. Ой, тут еще один. А, циклоны. Вообще пофиг. Блин, не толкай. Не толкай меня, пожалуйста. Вот так вот. Кабина Цербер. Взял, на мне подпрыгнул. Хотя у меня, кстати, скоса-то нету никакого, чтобы поднимать кого-то на себя. Но крафт очень низкий. А Цербер у него высоко расположен. Нормально он так перелетел через меня. Так, что там за пушкарь? Ага, еще один. Ну, вот я не понимаю. Играют на ракетах, там, на сверчках, на буранах, на кабине холодильник и играют вплотную. Зачем он сюда поехал? База-то, по сути, еще не бралась. Мог издалека что-то сделать. Ну, вот такой второй бой у нас получился. Буду тыкать. Защищаем базу, пока не поедут за мной. Сейчас бой играли на этой карте, и по итогу стояли мы втроем на захвате. Троих там убили в начале. Они поперлись туда по мосту в наглую. И у нас оставалось 90%, и все чуваки просто взяли и съехали. Ну, потом приехали, всех убили. Ну, они вообще съехали и померли там. Так что тыкаем захватить базу, чтобы все по максимуму ехали сюда. Тут можно выигрывать и с той стороны, по мосту ехать, и так, но это надо всем куда-то ехать. А вот так вот разъезжаться, это тупо. Так. Ну, такой дистанции мне не страшны особо твои пулеметы. Это у нас кто? Отлично. Ну вот, к слову, опять же, мы здесь в меньшинстве. Я думаю, должны справиться. Надо вот этому пушки подшибать. Ай, автозахват у меня взял ту цель и не отпускает. Так, ладно, поможем с этим. Тут, кстати, арбитры тоже, которые сверху просто установлены. Но я не буду их сбивать. Ой-ой-ой. Разрыватели. В сторону надо уйти. Вот и все. Вот этому надо помочь. Ну, остался последний. Одну пушку я ему сбил. А, нет, у него вторая вообще мелкая была. Нормально, помогли. Ой, что делать-то? Направо или налево? Не хочу я снимать захват базы просто тупо. Ладно, погнали налево. В атаку. Я надеюсь, вы поможете мне. Посмотрим. И на захват, может, не поеду, проеду к ним в задницу. Тут нет никого, тем более. Поехали все. На балкончике кто-нибудь стоит? Да, стоит. Кто-то стрельнул. Угу. Именно здесь же я его встретил в прошлом бою. На генералах. Но я сюда ворвался, а их здесь было трое. В итоге мы все проиграли.
Ну, по крайней мере, меня слили сразу. Потому что, кстати, крафт неповоротливый, меня зажали, и я повернуться не могу. А боком стреляют только 2 пулемета. Ну, если на пригорочке стоишь, а я там на пригорочек такой встал. В общем, неудобно. Поэтому нельзя давать себя зажимать. Но хорошо, что скорость назад максимальная, быстрая, 70 км в час. Не, с движком, кстати, даже больше. Так, надо сагрить кого-нибудь на себя. Ох, искры. Жестко, посмотрим. Минус 1, минус 2. Нормально. Я даже целый остался. А куда он меня искрил, я не понял. Ну, ты можешь даже взорваться. В принципе, мне не страшно. Не понял, а где все? Тут их 3 было. Ну, погнали. Погнали искать тогда, что делать. Неплохой бой. Ой, у меня передом не едет, давайте задом. Вот смотрите, прикол в том, что если спереди сбили, вот так вот перевернулись, едете назад, тоже максималку. И также он стреляет точно назад. То есть универсальный такой крафт, видите, разогнался. А вперед не ехал, потому что вот эта боковушка слева, которая сейчас задевала, она, видите, она чиркает до сих пор. Неужто они на базу вернулись? Пушкарь, который стоит на базе. Ух, он, кстати, может мне вообще рамы прям поломать конкретно. Ну ничего, скоро я покажу, на чем надо с этими пушками кататься. Скоро буду веселиться. Так, где-то у него кабину вон видно. Офигеть, еще кто-то на кванте катается. И это был не бот, кстати. Это был игрок. За первый круг не получилось отснять, в общем, эту карту. Какие-то карты попадались по 3 раза. Например, вот шоссе. А вот эта карта попалась 1 раз. И я там слился. Поехал вперед. И меня слили. Сейчас 2-й круг, получается, откатываю. Сниму эту карту и каньон основателей. Тоже не получилось снять. Сложный для этого крафта карта каньон, потому что справа дальники мешают, а слева на горке не очень хорошо вниз стрелять. Поехали, поможем. А то я такой нажал в атаку, а сам стою. Надо помочь чуваку. Зря он так едет в наглую, конечно. Ой, там еще один. Сейчас помрет, уже дымится. Блин, ну, надо вовремя приостановиться. Нельзя всегда ехать вперед. Если уж видите, что плохо, приостановитесь. Я бы ему помог. Хотя он еще живет. Сейчас мы этого заберем быстро. И пушкаря. Как хорошо, когда он тебя не обращает внимания. Так, вон тому надо помочь. И он дымится. Должен уж я его забрать. Ой, теперь их 2. 1. Так, главное на этого не упасть сверху. Отлично. Сейчас ему быстро собьем 1. Ну и все. Этот без оружки, я так понял. А, еще самонаводчик. Что-то я подзабыл про него. Так, и куда ехать? Наверх. Я медленный, чтобы наверх заезжать. О, он сам упал. Погнали убивать. Еще и врезался. Красавчик просто. Или он без колеса? Нет, он с колесами был. Просто врезался и слился. Мог, кстати, вытянуть этот бой. Вон. Итак, дошел до последней карты я. В общем, по итогу что скажу? Так, сейчас посмотрю, куда они поедут. Как-то так делится. 2 в центре стоят. Надо вот этому помочь. Сейчас, может, еще нам помогут. Тошнилки. Но мне тошнилки не особо страшны, если он подъедет. На расстоянии он кривой. А если подъедет, я их быстро отобью. Ой, он уже здесь.
Вовремя у меня перезарядка. Так, отлично. Сейчас мы ему собьем оружку. Все. Так, а ты что без колес от меня хочешь? Сейчас я перезаряжусь и вернусь. Жди меня. В общем, по итогу крафт очень хороший, очень живучий. Я только что откатал на всех 3 крафтах, получается, по несколько карт. И вот этот прям вообще топчик. И он пойдет для КВ. Но для КВ его надо еще усилить тогда. Конструкционок наставить, прокачать там гусли, кабину, оружку качнуть. Ну, все это немножко качнуть. Не надо до максимума. Просто чуть-чуть качните. И будет вообще топ. Это так. Первый крафт такой для КВ, если что. Так. У него еще самонаводка. Ну, я его добиваю, в принципе. Неплохой, в общем, крафт. Советую. Вроде показал, как его собрать. И по видео, я думаю, получится у вас собрать такой крафт. Потому что выложить не могу. С этого аккаунта нельзя выкладывать крафты на выставку. Ну, а следующий крафт уже будет с молотками на 7800+. Всем удачи, всем пока.